Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами говорим вновь о HyperOS 3. И это видео будет посвящено фишкам новой оболочки, ради которой, стоит по логике разработчиков обновиться. Ну и в целом я также в этом видео выскажу, насколько эти фишки применимы в повседневном использовании. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, друзья, самая первая и главная фишка новой HyperOS 3, как это было заявлено на презентации, это новые анимации. И действительно, это мы можем отнести за фишку, потому что слишком очень много было об этом сказано, слишком много было вообще в принципе на этом сделано акцента, что вот новая логика самих этих анимаций и переходов в приложение, между приложениями, меняет наше понимание и мировоззрение о том, что вообще было сделано компанией Xiaomi. Да, в целом выглядит очень неплохо, но опять же, если мы это рассматриваем на примере флагманского устройства. Если же мы возьмем все эти фишки, допустим, на примере каких-нибудь бюджеток, то там, понятное дело, все не будет настолько радужно, как бы этого хотелось. Но опять же, друзья, мы с вами отталкиваемся лишь только от того, что разработчики нам на сегодняшний день дают. И да, анимации действительно стали лучше. Плюс вы также можете попробовать на HyperOS 2 Global поставить новые там версии стоковых приложений, в частности системного лаунчера, и в принципе также получить весьма неплохие анимации по рабочему столу, ну и в системе в целом. Также еще по дополнениям, которые могут быть. Плюс да, вы сейчас можете наблюдать у меня небольшую локализацию, SetEdit был в помощь, и в принципе чуть-чуть так удалось кастомными и колхозными путями получить локализацию. Сразу хочу отметить, что самое главное, наверное, киллер фичи новой HyperOS 3 пока что нет. Это третьего стиля объектов в недавних. Root права в помощь, там уже играйте себе, устанавливайте что хотите, но пока по стоку этого не будет, ну и в целом это печально. Следующая фишка — это у нас персонализация. И тут я остановлюсь чуть более подробнее. Во-первых, по персонализации у нас меняется стиль значков на рабочем столе. То есть вы можете заметить, что их разработчики немного так подобновили, и в некоторых сценариях, и если в принципе владелец iPhone переходит на смартфон Xiaomi, он даже может не с первого раза понять, что он держит в руках именно Android устройство. Потому что компания Xiaomi, как вы понимаете, уподобляется тренду Apple, и они хотят, чтобы их система также выглядела. В принципе, чтобы она была узнаваемой. В комментариях вы можете долго спорить насчет этой темы, что это правильно, что это неправильно, но у компании Xiaomi такое видение. Опять же, если вам данная история не подходит, вам история не нравится в плане вида значков, компания Xiaomi нам оставляет возможность выбора стиля. И то есть у нас есть классика по умолчанию и безграничный. То есть в любом случае, если вам новая стилистика не нравится, вы без всяких проблем себе ставите то, чем хотите пользоваться. И также вам еще демонстрирую, что размер значков также мы можем менять. Плюс у нас обновленный такой тумблерочек под стиль новой HyperOS 3. Еще по персонализации. Разработчики нам добавляют такую глубокую возможность кастомизации что рабочего стола, что экрана блокировки. Также мы можем с вами дополнительно накидывать вот эти стили на экран блокировки. И да, это выглядит как на той же iOS. Если вам не нравится то, как выглядит экран блокировки, вы его вот таким легким движением удаляете и переходите к редактированию того, что у вас есть. Что же у нас в целом по вот этим всем менюшкам и прочему? Разработчики и тут, конечно же, свои клешни воткнули и поменяли нам в принципе экран редактирования. То есть тут мы сразу можем размытие активировать. Если перейдем на экран блокировки, тут, конечно, куда побольше будет возможностей. Особенно мне понравились новые стили часов на экране блокировки. Опять же, есть такой небольшой отголосочек именно iOS, но я могу сказать, что это выглядит даже весьма неплохо в смартфоне Xiaomi, и это лучше, чем там, допустим, играться с темами, со всякими там резервными файлами под эти все файлы баг, под эти резервные копии, и прочее. То есть мое личное мнение, что вот ты покупаешь аппарат, и у тебя из коробки это должно быть. Так вот, по кастомизации очень много всевозможных стилей и прочего нам разработчики дают. Также еще я в начале видео сказал, что свой опыт использования небольшой такой скажу, и могу отметить, что вот реально по персонализации я куда больше поигрался, нежели с остальными фишками. Плюс также разработчики дают нам возможность растягивать обои, как мы с вами это хотим. И плюс еще есть одна такая киллер фича, называется искусственный интеллект.
То есть, условно, вы обоину свою какую-то ставите, далее нажимаете искусственный интеллект, но, опять же, это только для китайской прошивки будет характерно, и она вам вообще может выдать какую-то динамическую обоину. Как это будет работать на практике, мне не удалось попробовать, потому что там то ли сервера подвисали, то ли еще что-то было. Но, в общем, одним словом, по персонализации выглядит весьма неплохо. И также еще по персонализации хотел бы отметить небольшие редизайны в строке состояния. У нас меняются сами значки под новый такой обновленный стиль. Батарея, понятное дело, также будет выглядеть под стиль iOS. Ну и в целом это и все по персонализации. Ах да, плюс еще у нас тут обновленные часы, которые вы также можете заменить, там поставить какие-нибудь более крутые. Да, тут опять же у нас все лагает в плане этих вот серверов, не сразу всегда может найти. Но опять же это уже проблема как бы не компании Xiaomi, хотя может быть и ее. Опять же у них не может ничего быть все идеально, и есть всегда определенные моментики. И еще одна такая третья фича, которая появилась в новой оболочке, это, конечно же, динамический островок. Многие считали, что это какая-то фейк-информация, многие считали, что это какие-то вбросы, многие рассказывали, что этого быть не может, что китайцы на такое не пойдут, и вот условно я запускаю там таймер обратного отсчета, и вуаля, смотрите, у нас такой динамический островок проявляется. Если мы по нему нажимаем, получаем такую вот всплывашку. Плюс еще также эта всплывашка может у нас проявляться, когда кто-то нам звонит, когда там есть напоминания в календаре. Ну, кстати, пытался я попробовать как-то эту всю историю поймать, но не получилось. Там есть свои моментики, нюансики под все эти китайские регионы, и, к сожалению, не получится вам это все продемонстрировать. Плюс также еще я пробовал этот динамический островок на примере там музыкальных сервисов. Вот я брал, к примеру, Spotify, с ним все отлично работает, музыка переключается, островок работает, и есть у меня такое ощущение, что все-таки это есть такая некая заготовка на HyperOS 3 Global, потому что, скорее всего, там этот островок также будет реализован. Но, опять же, на повседневе то, что я этим аппаратом попользовался, могу сказать, что и островок тоже такая одна из must-have фич, которая, ну, в принципе, будет у вас всплывать, и которая вы будете из которой вы, конечно же, будете взаимодействовать. Ну и, наверное, четвертая такая фишка, более обобщенная, это обновление стоковых приложений. Где-то что-то обновили в плане более улучшенных там фишек, там ту же галерею подобновили, чуть-чуть подобновили калькулятор, там и по заметкам чуток поигрались, вот допустим, новая история как и писатель, но опять же там немножечко функционала добавили. А так в целом это все то же самое, что есть на сегодняшний день в глобалке. Если, допустим, мы с вами зайдем в звонилку, вверху нажмем на шестереночку, есть у нас еще такая история как AI Call Assistant Settings. Но опять же, тут оно скорее всего будет работать как в той же Google звонилке по типу антиспама, то есть будет показывать, что это там хорошие номера условно, плохие там номера, там что заблокировать, ну и тому подобное. То есть где-то по мелочам, да, разработчики обновили, соответственно, стоковые приложения, там и камеры, и сообщения и тому подобное. Но и так-то по приложухам это, собственно, и все. И такой небольшой бонус плюс по шторке. Многие также писали, спрашивали, что же тут по шторке, что же тут нового, если там какой-нибудь ликвид глаз и прочее. Но вот вы, собственно, можете ее рассмотреть в деталях. Если нажмем на изменить, также немножечко поменялись у нас анимации, выглядит стало еще куда поинтереснее. И плюс от меня я вам дам небольшой совет, что если вы хотите, дабы у вас шторка быстрее открывалась, чтобы не было подвисания и прочего, вот отсюда поубирайте все то, чем вы не пользуетесь. Это реально идет на пользу смартфону. Ну и что же, друзья, давайте с вами подведем итог этому всему. Новые фишки в HyperOS 3 не стали столь такими большими, их небольшое обилие, назовем это так, по сравнению с предыдущими версиями, и это я считаю больше как какая-то переходная прошивка, нежели реальная HyperOS 3. В моем понимании третья версия должна была в себе нести, ну прям гору каких-то изменений, к примеру, какие-нибудь супер обои новые, которых уже достаточно долгое время не появлялось в новых оболочках HyperOS. Да и в целом, как бы, не могу сказать, что все то, что я могу вам продемонстрировать сегодня, и то, чем я пользовался, тянет на такое большое и крупное обновление. Да, анимация интересная как фишка, да, островок интересный как фишка, но все остальное как бы, как было HyperOS там 1 или 2, так оно им и осталось. То есть где-то что-то косметически причесали, где-то что-то подубирали, попереносили, ну и в принципе назовем мы это как HyperOS 3. Так что как-то так.
Но если еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.